Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен. Подписываемся на Рутюб, YouTube, Telegram и смотрим видео мастер-класса. Сегодня вот такая невероятная красота. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что узор очень красивый. Узор для пледа детского, для, допустим, накидушки, даже как коврик красивый. Представляете, какая красота? Можно несколько цветов совместить, но вот два цвета обязательно для того, чтобы понять узор. Он не сложный, но обязательно нужно внимательно смотреть, не перематывая. Вот такой красивый коврик, а может быть сидушка на стул или на табурет. Предлагаю освоить. Узорчик слишком хорош, чтобы проходить мимо него. Предлагаю посмотреть и связать образец, чтобы было более понятно, что, как вяжется. Нужно обязательно в два цвета, так будет более понятно, потому что узор повторяется в двух цветах. Для начала мы с вами наберем колечко из 6 воздушных петель, закрепили ниточку и начинаем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель в центр, вернее в самую первую воздушную петельку мы закрепляем, и у нас получается такой кружочек. Вяжем 1, 2, 3, это первый столбик с одним накидом и второй столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки, и теперь в центр наша задача провязать 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. 2 воздушные петельки и еще такая же точно группа. У нас их должно получиться 4 группы по 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петельки и еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петельки. И нам нужно довязать, вот у нас 2 столбика есть, нам нужно связать еще 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Присоединяемся в третью воздушную петлю от начала, наш первый столбик, и вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Вытягиваем ниточку, она должна остаться. И берем нитку второго цвета, у меня это розовая. Обязательно контрастный цвет нужен для понимания узора. Вот. Между вторым и третьим столбиком наша задача закрепиться. Закрепиться. Не так это просто сделать. Провязать столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель. И точно так же разворачиваем вязание, и в следующих столбиках в центре надо провязать столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно так же мы делаем повтор. Во всех столбиках нужно провязать столбик без накида. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Разворачиваем вязание. Так, чтобы ниточки не мешались, да? По центру. Вот. 3 арочки провязали, а последнюю мы вяжем 1, 2, 3, 4. И наша задача, давайте вот этот хвостик уберем, чтобы он нам не мешался, розовый наш. Вот. А последнюю воздушную арочку нам нужно провязать
4 воздушные петли и в самое начало, наш первоначальный столбик, провязать столбик с 2 накидами. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и у нас вот здесь вот арочка, 4 уголочка. Вот в этот уголочек мы вяжем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3, а всего получилось 4. И в следующий уголок мы вяжем 4 столбика с 1 накидом. 2, 3, 4, 2 воздушные петли. И еще 4 столбика. То есть в каждый уголочек наша задача провязать 4 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петельки и 4 столбика. Вот так должно у нас получиться. Довязываем ряд. Провязали уголочек, последний еще не до конца. Белую ниточку, и у нас 4 воздушные петли, оставляем перед работой. Это очень важно. И теперь довязываем наш последний уголок. У нас там 4 столбика есть. Наша задача провязать еще 4 столбика. 2, 3, 4. 2 воздушные петельки сделаем в самое начало. Присоединились. И вытянули ниточку, оставили. То есть теперь мы будем вязать белым цветом. Возвращаемся к белому цвету. Вот он у нас. 4 воздушные петли нам нужно провязать. 1, 2, 3, еще 4. Итого 8. Теперь вот наш угловой мотивчик. Находим ниточку розового цвета и столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь вот у нас арочка, и здесь выглядывает белая ниточка, мы ее подхватываем, столбик без накида провязываем и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь в уголочке ниточка розового цвета, подхватываем, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть наша задача провязать по всему периметру арочки столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в арочке, и в уголочке. В уголочке мы нитки вот так раскрываем. И розовую ниточку, вот она у нас, мы ее видим, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут белая ниточка, ее видно хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут в уголочек. В уголочек розовую ниточку находим. Идем дальше. 1, 2. Это у нас последние 3, 4. Значит, вяжем 4 воздушные петли. И наша задача присоединиться вот таким образом. Вот, все наши арочки связаны, уже все красиво. Вяжем 3 воздушные петли. И между, вот смотрите, у нас 4 столбика в центр. Между вторым и третьим столбиком вяжем 1 столбик. Столбик с накидом провязали, воздушная петелька. И сюда же, в это же место, провязываем столбик с накидом, столбик с накидом. То есть у нас получился вот такой узорчик. Теперь смотрите, 1, 2, 3, 4 по центру, подхватывая белую ниточку, провязываем опять 1 столбик, 2, воздушная петля и еще 2 столбика, 1, 2.
в самый-самый уголочек. Смотрите. В уголочке провязали 2 столбика, 2 воздушные петельки и еще 2 столбика. Белыми нитками в уголочке мы будем вязать только 2 столбика и 2 столбика, а розовыми уже 4. Теперь вот у нас здесь есть розовая ниточка, нам ее нужно на лицевую сторону вот так вот оставить. Теперь вот 2 столбика розовых находим и вместе с белой ниточкой провязываем 1, 2, воздушная петля, 1, 2. Идем дальше, опять находим розовые столбики, в центре провязываем между вторым и третьим 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. То есть весь ряд он абсолютно одинаковый. Вот. Теперь вот наш не по центру, а там, где у нас уголочек. Белые ниточки мы не провязываем, а просто оставляем перед работой. Уголок провязываем с 2 воздушными петельками. 1, 2. Розовые столбики. Опять ниточку возвращаем на место. 2 столбика отсчитали. В центре провязываем 2 столбика, воздушная петля и 2 столбика. То есть в уголочке мы с вами делаем 2 воздушные, а по центру мы с вами делаем только 1. И опять 2 столбика розовых провязываем. 1, 2. Воздушные. 1, 2. 1, 2. В уголочке точно так же 2 столбика, но только 2 воздушные. И еще 2 столбика. Белую ниточку подхватываем, провязываем наш основной узор. Это основной узор сохранится у нас все время, поэтому легко запомнить. Мы будем всегда вязать одинаково, но рекомендую связать образец, чтобы закрепить, чтобы понять узор. Уголочек вяжем. 1, 2. 2 воздушные. 1, 2. И соединяем с самым нашим первым столбиком. Вяжем 1, 2, 3, 4. Вытягиваем ниточку и находим нашу розовую нить. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И повтор. Вот наша розовая ниточка в арочке. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Перед уголочком находим розовую ниточку. Столбик без накида. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Уголок пропускаем. Розовую ниточку находим, вяжем. 2, 3, 4, 6, 7, 8. И опять розовую ниточку находим. И вот так вот нам нужно обвязать по всему периметру квадрата вот такие воздушные арочки между столбиками и между уголочками. Вот такая красота у нас получается. Розовыми ниточками мы с вами сделали воздушные арочки. Теперь будем обвязывать столбики. Самая последняя арочка, помним, да, 4 воздушные петли и столбик с 2 накидами в самое начало. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И вот наш уголочек, мы начинаем с него вязать. 1 столбик,
2 столбика, 3 столбика. 2 воздушные петельки и еще 4 столбика. 1, 2. То есть цветной ниточкой мы в уголочке вяжем 4 столбика. Это надо просто запомнить как данность. Все остальные столбики мы вяжем одинаково, причем вот в одно и то же место. Вот наши 4 столбика, вот наши 4 столбика. И мы сюда же и вяжем ровно по центру. 1, 2, воздушная петля и еще 1, 2. То есть легко запомнить, что столбики мы вяжем всегда в одно и то же место. Вот. Угловые белая ниточка мы вяжем 2 и 2, розовые 4 и 4. 4, то есть это нужно просто запомнить. Вот. Двигаясь по всему периметру квадрата, мы провязываем аналогичным способом весь квадрат. Розовыми ниточками мы вяжем 2 ряда, белыми мы вяжем 2 ряда. Первый ряд у нас всегда идут воздушные арочки, второй столбики с одним накидом. Узор повторяется все время и сложно не запомнить, поэтому просто-напросто для того, чтобы закрепить узор, я рекомендую его попробовать связать из любых ниточек абсолютно. И когда у вас уже будет образец, вы примерно будете понимать, как это выглядит, и придумывать, что нужно для этого сделать. Во втором ряду узора, когда мы в столбике вяжем, белую ниточку, или там пускай она будет розовая, мы запускаем на лицевую сторону. Потому что мы сейчас довяжем розовый цвет и начнем вязать белым. Поэтому довязываем столбики до конца. Довязываем наши столбики розовые, которые чередуются все время с белыми. Узор получается фантастически красивый, несмотря на то, что так легко вяжется. Присоединяем наш первый столбик, ниточку оставляем, переходим к тем ниточкам, которые у нас были оставлены. Было 4 столбика, 4 воздушные петли, я еще довязала 8. То есть мы вязание начинаем всегда с 8. 8. Вот. И провязываем. Смотрите, что мы делаем. За белые ниточки. То есть между столбиками у нас всегда есть вот такая арочка. И здесь белые ниточки выглядывают. Вот мы за них цепляемся, за них цепляемся. Там, где у нас 4 провязано столбика, в центре провязываем. Тут есть такая вот у нас ниточка. Розовые ниточки оставляем за кадром и провязываем за белый столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть это просто, это понятно, это постоянный повтор. Первый ряд мы вяжем воздушные арочки, столбик без накида, второй ряд столбики. Все, никаких сложных моментов нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между находим розовую ниточку, столбик без накида. 1, 2 и так далее. Наша задача провязать все арочки между столбиками и в центр. Опять между столбиками и в центр. Воздушные арочки провязали. И давайте считать. Этот ряд очень важный, очень принципиальный, поэтому внимательно смотрим и считаем. Мы начинали вязать белый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седьмой ряд связали. Теперь я хочу вам объяснить. Если, как я говорила, что мы всегда начинаем вязание вот столбики, 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 за счет чего идет увеличение. И вот в этом ряду мы будем с вами делать, и в следующих мы будем с вами делать увеличение. До этого мы просто вязали и посмотрели принцип вязания.
Теперь мы немножечко поменяем, и это нужно запомнить. Вот в этом ряду, смотрите, у нас угловая арочка, между ними 1, 2, 3. Опять угловая. 1, 2, 3. Угловая, 1, 2, 3. Угловая. То есть это нужно запомнить. 4 связали воздушные петли. Завершаем столбиком с 2 накидами в основание. И что мы делаем? Вот смотрите. Вот у нас наш угловой элемент. 4 столбика, 4 столбика. Теперь с этого ряда мы начинаем вязать 3 воздушные петли. В угловом элементе также пропускаем 2 столбика. Вот. Мы начинаем вязать в угловом элементе. Раньше-то мы с вами не вязали, а теперь мы будем вязать. Вот это надо запомнить. 1 воздушная петля и еще 2 столбика. 1, 2. Все остальное мы вяжем так, как мы и вязали. Мы знаем, помним, тут никаких вообще вариаций нет, изменений никаких нет. Вяжем просто столбики в те самые места, в которые мы уже и вязали. А вот угловой элемент мы расширяем. То есть мы вяжем 4 столбика, в центр 4 столбика и между 4 столбика с 1 воздушной петлей между. Розовая ниточка нам пока не нужна, мы ее убираем. Чтобы она нам не мешалась. Дальше мы вяжем, как мы уже и вязали, подхватывая белую ниточку, провязываем между розовыми столбиками по центру точно такие же столбики, только белым цветом. За счет того, что мы начинаем провязывать в уголочках, у нас идет увеличение нашего квадрата. А так весь узор повторяется. Никаких новых движений здесь не будет. Вот наш уголочек. То есть мы также по центру белую ниточку провязываем, оставляем за работой арочку и провязываем. Вот. И в то же время мы еще и уголок вяжем. Вот он у нас уголок. Вяжем 2 столбика, 2 воздушные петельки в уголочке и 2 столбика. 1, 2. Теперь подхватываем белую ниточку и в центре розовых столбиков провязываем. Вот такой у нас рядок, который будет теперь все время повторяться. Цветным узором мы будем вязать 4 столбика, а белым увеличение так вот разбавлять. У нас получилось из одного уголочка вот 3 узора. А в следующем ряду у нас уже будет, у нас же было 2 узорчика, а будет 1, 2, 3 уже, а угловые уже будут вязаться розовым цветом 4 столбика. Довязываем наши белые столбики. Нужно что запомнить? Когда мы довязываем наши белые столбики, во-первых, нам нужно всегда не в уголочке заканчивать, а между. 1, 2, 3, 4, чтобы не распустилось. Еще один важный момент. Когда мы вяжем столбики, то розовую ниточку мы всегда вытаскиваем на лицо. Или даже белую ниточку. Когда мы вяжем розовые столбики, мы белую ниточку сюда вытаскиваем, вот сюда. Когда мы вяжем просто воздушные арочки, ниточку мы заправляем. Вот. И в завершении, что я хотела сказать, подвести итог. Узор получается прям сумасшедший красивый, мне прям очень нравится. Что я хотела сказать. Там, где у нас столбики, они у нас всегда будут столбики. Там, где у нас между
вот это пространство. Здесь мы всегда будем цепляться и вязать воздушные арочки между. Вот. Принцип такой. А столбики ведь всегда столбики. Вот, допустим, проиллюстрирую, да? Наша петелечка оставалась. То есть мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И смотрим между 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цветным розовым цветом в центре уголочка мы не провязываем. Мы провязываем только когда здесь будет 4 столбика, а когда 2, мы уголочек пропускаем и вяжем за уголочком. Вот. Все столбики вот в это место, в это место. Когда 2 столбика, мы в центр не вяжем. Мы вяжем только между. Вот. Ну, вроде бы все принципы вязания я рассказала. Начинаем делать увеличение мы не в первом розовом квадратике, а уже когда квадратик будет побольше, когда между угловыми элементами у нас 2 узорчика идет. Вот 2 узорчика связаны. Вы смотрите, угу, мы начинаем расширение. Вот оно, расширение идет. И уже у нас уголок сам по себе, а тут будет 1, 2, 3, уже 4 элемента из 2. Потому что мы уголочек добавили и с одной стороны и с другой. Розовым сейчас обвязываем. Обвязываем, допустим, как я обвязывала голубой. Вот. И получаем 1, 2, 3, 4 элемента красивых. А в следующем рядочке уже у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? И вот так, неспешно двигаясь, из остаточков пряжи попробуйте связать такую красоту, которая вяжется на самом деле несложно. Надо только пробовать, не бойтесь. Глаза боятся, руки вяжут. Предлагаю попробовать связать коврик. А может быть, это будет плед. Вам решать. Пишите в комментариях, чтобы вы связали таким узором. Огромное спасибо, что вы смотрите мои ролики. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, чтобы смотреть видео мастер-класса бесплатно. А совсем скоро выйдет очень интересный мастер-класс. Не пропустите.